Не жарко вообще? Cold? Холодно, наше лето холодное. Не знаю, может просто сейчас хорошая погода. Все, в общем, всем привет. Мы продолжаем путь. Как раз прилетели только с Нави и с Юрчиком. И сейчас нас встретит друг, наш товарищ, которого мы встречали на Филиппинах. Вот, и поедем. It's like that. I like the weather. It's like in Hanoi sometimes. It's like this in Hanoi sometimes, yeah? Да, здесь как, в принципе, в Ханое зимой примерно, ну или в Далате, как во Вьетнаме. Нави нравится, что не жарко, хотя и солнечно. Юрчик, ты рад? Рад приехать? Юрчик, рад? Кто такой? Кто такой? Такси. У нас немного вещей. Привет. Как? Как он долетел? Хорошо. Ну так, с переменным успехом. Так, сидушку надо ставить, да? Наверное, да. Давай. Здесь же ремень. Да. А, я сейчас покажу. Вот так. Все. Загрузились. Чуть-чуть. Кто такой Райан? Кто такой Райан? Это я, короче, взял гимн Филиппин, мелодия гимна Филиппины и сделал. Нави говорит, да это же гимн Филиппин, почему? Зачем ты? Я говорю, нет, это наш гимн, короче. Почему ты своровал у нас? Это гимн Юрика. Это Юрика гимн. Остановились в лесок. Сейчас пока Нави с Юрчиком покормятся. Вот. Что он у нас раскапризничался. Вау. Красота. Ну все, наконец-то вокруг любимой березки, знакомые буквы, знакомая речь. Вот, и можно наконец-то расслабиться немного насчет английского языка. Вот, хотя, на самом деле, я бы не особо, конечно, расслаблялся. Вот, для будущих поездок, и для того, чтобы общаться с Нави, с моей женой. Мне тоже нужен английский язык, и к тому же нужно будет переводить теперь всех родственников. Ей на русский, с русского, с английского на русский, и так далее. Поэтому он мне нужен в любом случае. Вот. Ну и сами вы знаете, английский вообще очень нужен в жизни. И для того, чтобы найти какую-то перспективную работу, тоже нужен английский язык. Но, к сожалению, не у всех, конечно, есть такая возможность изучать английский язык в среде. Вот. Хотя среда — это самый лучший способ, конечно, поехать туда, где все говорят на английском. Вот. Но, к сожалению, возможность такая не у всех. И да, есть альтернативы. Ну, можно, конечно, опять подождать, не учить, потому что, вы же дома, в России, зачем вам он, нужен. Вот. Но, как говорится, готовь сани зимой, потому что потом бывает уже слишком поздно. Нужно готовиться заранее. С помощью Wall Street English вы сможете погрузиться в эту среду, находясь в России. Вот, вы будете заниматься, потому что с носителями языка из Британии, из Канады, из других многих стран. А как вы знаете, если вы понимаете, и они вас понимают, носители языка, то больше сложностей вы уже не встретите на своем пути, но это самое главное, потому что они говорят сложнее всего. Школа работает 22 часа в сутки, и они дают, кстати, финансовую гарантию на то, чтобы вы выучите английский язык. Эти ребята даже свой сериал создали, чтобы выучить реальный английский по своей методике. Поэтому прямо по ссылке в описании вы сможете пройти, во-первых, бесплатный тест для определения вашего уровня английского, также VIP онлайн урок, и также вы получаете лично от меня 30% скидку на весь курс, на весь платный курс. Поэтому хватит думать и откладывать, скорее переходите по ссылке и меняйте свою жизнь к лучшему. Ребята нас
Вы, наверное, может, помните, самые преданные подписчики должны помнить их. Потому что вот здесь видео было про нас. Куда мы? А, мы ходили в Басвай. Welcome to Russia, мотивation. Это вам так везет, что вы там весной, зимой прилетаете. Да, сейчас в слякоть. Да, мы когда с зимовки прилетаем, ну прям депрессия с первой минуты. Просто с аэропорта выезжаешь, и все грязное, вот это слякоть. Нави, найс. Нави нравятся дома здесь. Я что-то только забор вижу, не знаю, сколько едем. Где Нави дома видит. Есть внутрь, там внутренний. Так без одного лица, серьезно. Так без маски непривычно. Как будто одеться забыл. Все. Юрчик. В России. Юрчик. Welcome to Hanoi, Нави. baby. Welcome to Hanoi. Мне до сих пор не верится, что это происходит. Like some place in Hanoi. Нави. Нави в России. Так смешно. Looks like this place in Hanoi. Юрочка я могу как-то представить в России почему-то, а Нави так смешно вы. Где дорожка для Юрчика? Почему нет? Ой, I need help. Здесь есть 13 этаж. В Вьетнаме нету. Они, Вообще нету, да? они избегают Nice art. рекламу. Надо ссылку на свой канал тут оставить. Да, часть поставишь. We will put our link here. Юрчику не смешно. Не смешно. Юрчик С замучился, полными да. штанами. С полными штанами не смешно. Я боюсь, он мне руку отрубит. Он уже вырос, пока мы долетели. It's really new. 30 Smells new. 35 часов. Ой. Юрчик, все, отдыхай. Джим? Комаров нет? Ой, здесь я буду таймлапсы пилить теперь. Мое новое место для таймлапсов. Ну, он где-нибудь прямо у подъезда вот парковаться или... Парковаться бы еще научиться. Ну ничего, научится. Вот, сейчас обустраиваемся. Юрчик у нас все вот такое лысое. Вот, будем несколько дней обживаться, тут в парк рядом ходить пока. Но сегодня у меня много дел. Я собираюсь машину покупать. Вот, но об этом позже подробнее, может, покажу. Сейчас уже подборщик приехал внизу. Я заказывал услугу такую по определенной машине, хотелось найти. Вот. И Саша мне будет помогать. Квартиру тоже мы у Саши снимаем. Это они под сдачу покупали как раз в Подмосковье. Мы в Подмосковье. Вот, и Саша мне будет помогать, он будет водить, если что, если вдруг сделка сегодня будет в итоге. Вот, потому что я пока не помню, как водить после Азии, где вождение без правил, да еще и на мотобайке. Вот. Я уехал из России спустя полгода после того, как я права получил, поэтому мне нужно будет сначала, чтобы помогли кто-то, потом восстановить навыки, может, и с инструктором еще позаниматься, вспомнить правила. Ну и в Астрахань, может, мы сами с товарищем поедем перегонять, а Нави с моей сестрой, возможно, на самолете полетит. Huge. Where did you buy this? Ребята нам шаурмы купили, сейчас Нави будет первый раз есть шаурму. It's so huge. Really, in Philippines it would be like just that here, but delicious. Turkish shawarma. Delicious.
You will say dry. No, it's just the way I like it. Да, я, короче, сегодня ездил по делам. Нави была дома с Юрчиком, отдыхали. Вот, я ездил там по делам, туда-сюда. Съездил на электричке, потом обратно от электрички. В общем, прогулялся. Ну, изучил, как то что дойти. А так у меня вообще уже голова кружится от того, что я так давно не спал, стрессы, все дела. Поэтому сегодня будем отдыхать. Вот мне прям как будто пол уходит из-под ног. И завтра уже, может, выберемся куда-то. Во-первых, поедем за машиной. И она сейчас в сервисе, там замена масла, мойка и так далее. Вот, и с утра, может, сходим в парк и посмотрим. Вот сейчас от станции прогулялся, прикольный район. Это вот здесь такие огромные здания, а там везде маленькие здания. This is Rayon district. Yeah. Rayon? Your Rayon? This is your district, baby? Да, и говорит созвучно Юрайон и район. Так что ладно, не буду я сегодня снимать все, потому что устал. Shower, baby. Я поэтому даже камеру не брал. Sleep and sleep. Так что до завтра. До завтра. Let's shower the baby. Да, сейчас будем в ванной купаться. Take a bath, baby. Take a bath. Заценим ванную. Кто тут такой первый раз в ванной? Ой, как хорошо в ванной. Ой, плавает. И не тонет даже. Ой. Доброе утро. Доброе утро, страна. Доброе утро, страна. Доброе утро, страна. Доброе утро, страна. Привет. Юрчик. Доброе утро. Кто у нас тут проснулся? Кто у нас проснулся первый раз в России? Доброе утро. It's still 5. Нави говорит, почему мы ложились спать, было еще светло. И проснулись в 5, уже светло. У нас 5 утра. О, так холодно, пипец. Прям как будто мы это в Далате, в Вьетнаме. Вот, в общем, в 4 утра уже проснулись. Мы вчера, может, часов 8 ложились. И так странно для Нави, да и для меня сейчас тоже. Что мы засыпали, было светло. Проснулись уже светло. Типа, а где темнота-то? У нас, ну, в Азии в 6, в 5 темнеет. И также примерно светлеет. И примерно всегда одинаково. А потом будем думать, где же день. Так, в общем, мы сегодня будем, ну, убираться здесь. Я также сегодня еще съезжу тоже по делам за машиной. Потом, ну, сейчас можно, сейчас что-нибудь сделаем позавтракать. И, может, сходим в парк соседний. Вот. Будем завтракать. Нам ребята вчера дали, принесли пиццу, пельмени, блинчики. И мы еще не ели. Вот. Вообще ребята просто так вчера выручали. В общем, ну прям просто огромное им спасибо. Нам и еду принесли, и дома тут все есть. И прям все подготовили хорошо. Прям как на Airbnb. Вот. И Саша со мной там ездил целый день по делам. Еще сегодня поедет. Вот, вообще просто респект. И мое почтение, наше почтение от нашей семьи. Номер телефона на Тинькове вот сменил уже. Тиньков тоже красавчики. В 5 утра могли позвонить, подтвердить. Все поменяли мне. Поспал просто я. Как, не знаю, как в раю каком-то. Впервые за долгое время от А до Я просто спал весь этот промежуток времени. Как пиццу эту греть? В духовке. Я ни разу духовкой не пользовался. Как же кофеечек, вьетнамский кофеечек-то у меня есть еще.
Чайные ложки тоже 100 лет не видел уже. Вроде пошла массовка. Еще я, короче, себя немного уже колхозником почувствовал. Я уже отстал тут от всех этих технологий. Но мне как раз раньше нравилось в Москве жить, что здесь, ну, всякие есть штуки, там, типа каршеринга, доставка. А сейчас мне он Саша рассказал, тут вообще уже приложений куча новых и доставок. И можно, он, оказывается, утром просыпаешься, и яиц нет, и тебе могут через 10 минут уже их принести. И ты не так много заплатишь там за доставку, в общем, что угодно. Люди здесь везде катают, эти доставщики на велосипедах везде катаются. Раньше не было тоже их на велосипедах. В общем, много нового. Лучше в хорошую сторону. You know, I'm so amazed with this switch here. Switch? Yeah, Why? why it's so big? Да, говорит, почему такой большой выключатель. So big in Asia, just small like this here. Да, в Азии всегда вот такие. Попасть еще надо. Why Здесь so можно- big? Юрчик. Юрочка. Ой, ты моя. Good morning, Ягодка. friends. Looks more Russian now. Yeah, he's a Russian boy. No, he's a Russian boy now because he's Юрий in стал больше на Russia. русского похож. He will play with the kids outside. Пойдешь с детишками играть? Да, там столько детей. У But каждого. he's really Здесь как будто у Russian. каждого человека есть ребенок. Прилагается. И все тут с колясками ходят, с детьми. И Юрий возраста, и разного. Так что тоже пойдем в парк сегодня гулять. Кстати, тут было удобно. Вчера в машине он так спал. Мы вытащили из машины на коляску и поехали домой. В принципе это прикольно. Так что даже может пригодиться. Также дома его можно положить в люльку, пойти в машину сразу. MacDonald had a farm, A-I-A-I-O, and in this farm he has a pig, A-I-A-I-O, and the baba here and the baba there, there a ba, here a ba, everywhere a ba, A-I-A-I-O, ba-ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba. Вот, квартира здесь, кстати, стоит, вот в Подмосковье, ну вот эта именно квартира 22 тысячи в месяц, плюс коммуналка, вот. Ну, $300, да, в принципе, хорошая цена для нас. Как во Вьетнаме, в начале мы жили все. Даже дешевле, чем в последней квартире. Ням-ням. Так, ну а пока блинчики с творогом греются, поедим нашу пиццу. Да, еще заметили, во-первых, много красивых людей. Ну и я тоже, когда обратил внимание, ну едешь в электричке в такой, в раздолбанной электричке, ну и сидят много людей, прям красивых, модельной внешности. Вот, ну, обычные люди, но они модельной внешности. И, наверное, удивило тоже, ну, типа там парень, например, и он моет полы, а выглядит он как модель, и у него такой диссонанс. Он говорит, зачем он моет здесь полы, если он поедет в Азию, он может там работать моделью, при этом высокооплачиваемой какой-нибудь. Ну, то есть, да, многие люди даже и не осознают этого, что у них есть, ну, реально хорошие возможности. Вот. Поэтому, если кому-то не нравится свое место, подумайте, вот, может, да, у вас там внешность красивая. Но люди еще, ну, строго к себе часто относятся, и они думают, да не, они красивые, но это может здесь, да, в Азии эта внешность будет прям супермоделью. Так что на заметку кому-нибудь. Вот, еще прикол, я все время здесь садишься, делаешь дела, разворачиваешься и ищешь вот здесь такую штучку с водой, кран с водой. И у Нави тоже в голове не укладывается, а почему в России что не моют попу после. Ну и неудобно все. Там в Азии везде вот эта пшикалка, все помыл, и все, никакая бумага даже и не нужна. А здесь нужно как-то выверчиваться. Чего? Сейчас пойдем гулять. Мы идем гулять в парк. В парк. Все. Пойдемте. На выход. Вот этот лифт здесь просто убийца. Русский лифт. Просто так закрывается. Надо вот так с ребенком тут явно отдельно. Один.
Telegram. Your YouTube channel. Link. Так вообще свежо здесь. Finally, Fred beat him. Give me my phone, please. Hola! We're outside. It's raining a bit. Нави говорит, здесь себя чувствует далеко. Во Вьетнаме она не чувствовала, что она за границей. Здесь чувствует, что все по-другому все-таки. Да, что-то дождь пошел. Maple or maple tree? How to Yeah. pronounce that? Amazing. It's so beautiful. I'm gonna show you. It's beautiful. А Юра как на улицу, так сразу спать. Все время спит. So this is this is a big park. Наша коляска не для российских дорог. Hi. Нави в лесу. I'm so amazed with the trees and the plants here. Нави так нравится эти. Ну, типа природа вообще другая совершенно, чем в Азии. I'm trying to find a plant or some tree here that looks like in Philippines, but nothing. Пытается, This one. пытается найти то, что есть в Азии. This Но one. ничего has нет. this in А вот это. Philippines. Вот это есть в Азии. This. Oh, this one also we have to see. Я Я нашла шишку. А это тут сосиски. Я нашла сосиска. Сосиску. Я нашла. Все, наконец-то началась хорошая дорога, плитка. И там везде уже делают дорогу, так что скоро везде будет хорошая. Вот такая. Можно здесь смело катиться. Юрчик не будет просыпаться. Блин, с погодой вообще зачет. Свежо. Небольшой дождик, но это так. Терпимо. Так, классная погодка. Свежий воздух. Цветочки везде. Прикольно. Это у нас тут активити, теннис. Нави теперь хочет ракетки купить. Maybe we need to. We have to figure. Опа, Юрчик, кто под дождиком сидит? Well, Yuri is still in good mood. And no more rain. What is that? А, это Nice. Look for birds. О, вот этот спортзал. Нормальный такой. Нави говорит, ой, как много птичек. Какие птички. Голуби. Ah, don't fly. Don't fly. Thank you. Приключения Нави. Березы. Красиво, Юрчик, красиво. Ой, как красиво. Ой, красиво как. Березы шумят. Березы. Beautiful, that purple, pink, Навина любимое место. white. Beautiful combination. Что это? Это Russian dumplings. Пельмени. Нави ест пельмени. Что еще здесь есть? Delicious, and I like this В ketchup России. with herbs. И растворимый кофе. We also drink coffee like this. Вот это все. Продукты заказал в Яндекс.Го. Буквально за час привезли. Так быстро, офигеть. И там выбирать прям так удобно все. Чик-чик-чик. Прям
Как раз в магазины я ходить не люблю. Здесь прям все можно было купить быстро. Это не реклама, никто мне не платил за это. Просто. Смотрите, почему я соскучился. И самое главное, это сырок. И цены, конечно, выросли, реально выросли. То есть сырки стали там, Александровский сколько стоит, 40-50 рублей за одну штуку, нифига себе. Вроде рублей по 10 были, когда я выезжал. Chocolate. Delicious. I like. Yummy. Мое постельное. Молоко. Молоко дешевле намного здесь, чем в Азии. Сыр и все молочные продукты. За нами не успеешь, блин, отвернулся, она уже ест персики. Я хотел поснимать ее реакцию. Она все уже похватала. It's so soft. I like this. My favorite fruit. This is more delicious than in Vietnam. This is my favorite fruit ever. Смотрите еще, я... I'm so happy. Класс! I like this fruit so much, guys. 100 лет не пил, и вот это мое любимое. Байкал черноголовки. In Asia, this is Вот такое вот. Что еще у нас? Несквик наконец-то доступный стал. Он там дорогой в Азии. А вот рис интересно. Рис у нас, мне кажется, дороже намного. Проверим по чеку. Все вместе с доставкой вышло на 3700 рублей. 200 рублей доставка была. Это в метро, в магазин в метро был. Лосось. А, икра имитированная лососевая, мне нравится. Я что-то не вижу ее. Отведаем байкальчика из Байкал. Байкал. What's the name of this? It looks like Coca-Cola. Smells nice. I like it. I like it. This is delicious. It's more healthy. Tastes more healthy than Coca-Cola. No, Coca-Cola is not healthy at all. This tastes healthy. And I like the smell. It's already my favorite drink here. I can already forget Coca-Cola and just drink this. Давайте квас попробуем тогда. Bread? No, it's like bread make. It smells like beer. I like it. It's also delicious. You like квас? Нави, конечно же, сразу пробует гриль. 7:25, все еще так светло. А Юрий думает, что сейчас ночь. Юрий живет по вьетнамскому времени, и там сейчас ночь, и у него самый лучший сон сейчас идет. Вот. Мы уже перестроились, а Юрий все никак не перестроится. Почему никто не сказал, что в квасе есть алкоголь? Нави говорит, я чувствую себя пьяный и сонный. Там что, алкогольный этот напиток? Я говорю, да нет, нет. Он говорит, а почему я чувствую себя пьяный? Вот я такой стою, что-то мне такой тоже, а мы так прям по стакану залпом практически. Тоже так, оп, что-то немного покруживается голова. Сейчас посмотрел на бутылке, правда, написано. Алкоголь не больше 1,2. Но когда долго не пьешь и выпиваешь стакан быстро, это чувствуется немного. Напоили кормящую женщину